Вечером жительница пригорода Екатеринбурга Марина Кузнецова вышла из дома, чтобы купить хлеб и молоко. Она не взяла с собой ничего, кроме сумки и мобильного телефона. В квартире остались дети и муж, который ожидал, что она вернется не позже, чем через полчаса. Но она не вернулась ни через час, ни к ночи, ни на следующий день. Сначала семья пыталась верить в самое простое объяснение — неожиданную встречу, поломку телефона, очередь в магазине. Но постепенно стало ясно. Произошло нечто гораздо более серьезное. Муж, Андрей, подал заявление в полицию. Начались поиски. Волонтеры прочесывали лесополосы и поля, расклеивали объявления. Камеры наблюдения в округе не зафиксировали ее ни у одного магазина, ни на остановках. Казалось, Марина исчезла, словно растворилась в воздухе. Расследование не принесло результатов. Ни через неделю, ни через месяц, ни через год полиция не смогла продвинуться ни на шаг. Андрей остался с детьми один. Он работал на 2 работах, чтобы прокормить семью, и каждый день жил с изматывающим чувством вины за то, что в тот вечер позволил жене выйти одной. Он вновь распространял ее фотографии, писал в газеты и на телевидении, надеясь, что кто-то где-то узнает ее. Прошло 20 лет. Старшая дочь, Ольга, уже взрослая женщина, случайно увидела по телевизору репортаж о ликвидации религиозной секты, действовавшей на севере Карелии. Организация называла себя «Дети чистого света». В числе задержанных было множество мужчин и женщин с измененной личностью, которые не могли вспомнить свою прошлую жизнь. Среди них Ольга узнала мать. Марина выглядела постаревшей, изможденной, с потухшим взглядом. У нее было новое имя, поддельные документы и полностью стертая память. Расследование показало, в тот день она стала жертвой тщательно спланированного похищения. Один из вербовщиков секты целенаправленно искал женщин, склонных к внушению и внутренней неуверенности. Марину подкараулили у магазина, завели разговор под предлогом случайной встречи, а затем с помощью психотропных средств и манипуляций вывезли в изолированный лагерь глубоко в карельских лесах. Там началась многолетняя обработка. Полная изоляция от внешнего мира, жесткий контроль, постоянные ритуалы и внушения. В секте Марину лишили прошлого. Ей внушили, что прежняя жизнь была иллюзией, что семья — это часть лживого мира, от которого нужно освободиться. С годами она утратила свою личность и превратилась в послушную часть замкнутой структуры. Когда секту ликвидировали, выяснилось, что большинство ее участников не помнят ничего о своей прежней жизни. Марину направили в центр реабилитации. С помощью психотерапии и работы с психологами в ее сознании начали появляться разрозненные фрагменты: запах детской одежды, смех детей, голос мужа. Эти обрывки прошлого медленно складывались в неясную мозаику. Но время было безжалостно. Дети выросли. Муж постарел. Мир вокруг изменился. Даже когда Марина наконец вернулась домой, жизнь не стала прежней. Семья вновь воссоединилась, но это уже были другие люди, измененные потерей, ожиданием, болью, которая так и не отпустила до конца. Марина снова жила среди родных, но оставалась словно в тени 20 лет, которые у нее украли. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.